Цыплят я буду селить в центральный вольер, вот этот второй. Вот тут у меня во втором отсеке живут молодые курочки. Ну и сейчас, прежде чем сюда поселить цыплят, здесь нужно, естественно, навести порядок. Все вынести отсюда, побелить стены, помыть пол, полностью подготовить этот загон для цыплят. Дверь тоже обязательно нужно переделать. Сняла эти оба лаза, и внутренний, и наружный. На это место поставила вот такую решетку, сетку. И обязательно с другой стороны я сделаю еще клеенку. Потому что очень важно, когда дневное солнышко будет, это цыплятам очень нужно. И они все любят вот тут, возле этой двери, в помещении, лечь и лежать на солнышке. Прямо под этой клееночкой. Конечно, у меня раньше вот этой рамки не было, вот этой деревянной лаза. Это было все у меня клеенка с решеткой, и больше было солнца. Ну, со временем посмотрю. Может быть, я заменю вот эту деревянную конструкцию лаза. Просто сделаю перекладину внизу. Но пока что, пока они совсем маленькие, пусть пока вот таким образом будет. Ну и обязательно закрою это клеенкой. Обязательно. Потому что весна, бывают холодные ночи. Несмотря на то, что я буду все равно им оставлять лампу для обогрева, мы не должны терять тепло в курятнике. Любая потеря тепла, особенно сейчас, пока до 2 месяцев цыплятам, должно быть тепло и в ноги, и сверху в голову. Все, и низ этого лаза тоже закрыт клеенкой. И будет очень тепло цыплятам. Пока готовлю вольер, прихожу, поглядываю. Здесь очень-очень тепло. Здесь классно. Оставить бы их здесь в теплице на недельку-полтора. Но ночью будет холодно, невозможно. Надо лампа, им нужна лампа. Поэтому иду, продолжаю готовить курятник. А тут все классно, тепленько, ветра нет. Вот это называется подготовка помещения к заселению цыплят. Во-первых, сразу скажу, обувь для того, чтобы зайти в цыплятник, меняется.
У меня здесь тапочки, которые я снимаю свою уличную одежду и захожу сюда уже в тапках. Стены вот так вот известью побелены, они еще не высохли, вот видно серые полосы. В ведре у меня Доместос и Бутокс. Видите, воды немного у меня, где-то, может быть, литра 3. Ампула 10 миллилитров. Здесь Бутокса. И на глаз где-то, наверное, 3 колпачка Доместоса. Сначала очень влажной тряпкой, очень-очень хорошо смоченной в Доместосе и Бутоксе. Вот так вот все прохожу полотенцем мокрой. А потом споласкиваю вот эту тряпку и вытираю уже хорошо-хорошо насухо, выжимая, и вот так продвигаюсь дальше. Дальше. Очень важно, если деревянные есть элементы в курятнике, цыплятнике, потолок обрабатываю бутоксом. 10 миллилитров на 5 литров воды. Можно и меньше. Я обрабатываю 4 литра воды на 10 миллилитров бутокса. Обязательно обработать потолок, дверь, дверные проемы. Вот это все деревянную конструкцию, все обязательно нужно обработать. Обувь у меня остается на улице, уличная, а здесь я нахожусь в тапочках. Все промывается и все помещение обрабатывается бутоксом. Так как у нас стены уже обработаны известью, бутоксом не обязательно брызгать. Вот только потолок обязательно и дверь, так как она состоит из дерева. Все, вот так вот я мою, хорошо промывая тряпку, и вот до такой вот кондиции мою. Пол у меня в курятнике это остатки плитки со стройки, поэтому здесь очень удобно, все хорошо можно вымыть. И обязательно все щели вот здесь вот вымываю до такого состояния, чтобы туда хорошо дезинфектор затек. То есть, чтобы сухого места нигде не осталось, потому что в этом месте может задержаться какая-то инфекция или же бложка куриная, то, что нам не нужно. Все, продолжаю это делать. Это я показываю, как я готовлю цыплятник к заселению цыплят. Дальше все покажу, как буду делать. В моем понимании, вот так вот должен готовиться цыплятник перед заселением новых цыплят. Вот так. Лишним это не будет. Я понимаю, что так делать не всегда есть возможность, но максимально, что возможно, нужно сделать. Зашла проверять яйца у шелковых. Это я только что их отогнала. Они его уже секунда и съели бы. Видите, где яйца? Они прекрасно несутся. Это я знаю. Горячее яйцо. Вот. Еще бы секунда. И все. И мы бы думали, яиц нету. Вот так. Под домиком закрыли. Они прекрасно теперь несутся здесь в углу. А я пришла искать яйца. Яйца должны быть здесь. Видите? А оно лежит вот в этом углу. Вот такие вот. Ага, нету там яйца. Нету, я забрала, да? Тоненькие.
тоненьким слоем у меня сено еще до сих пор есть с прошлого года. Экономила для цыплят, оставляла. Так, ну сейчас все подробно расскажу, как я это все тут устроила. Все покажу, расскажу. Вот такой вот райский уголок у меня получился. Что хочу сказать. Значит, пол вы видели у меня это кафель, это плитка. То для маленького цыпленочка это будет холодно. Поэтому у меня старые одеяла, ветошь, все идет в ход. У меня пол застелен старыми одеялами. Сверху ветошь. И потом уже сено. То есть в ноги цыпленку будет тепло. Цыпленок еще маленький, несмотря на то, что у него уже есть перышки, его уже греет. Не надейтесь на то, что цыпленку будет тепло ночью. Ночь, днем, да, может быть еще ему тепло, но ночь у нас еще пока что 6, 7, 8 градусов ночью. Естественно, плюс. Все равно цыпленка нужно еще обогревать. Для обогрева дополнительно у меня красная лампа. Красная лампа будет греть вот здесь в центре. Цыплята, которые посчитают нужным, что им нужно греться, они подойдут и будут сидеть под этой лампой. Кому будет жарко, тот уйдет в сторонку. Пить они будут из чашечных поилок. Чашечные поилки, как видите, стоят здесь. Бочка с водой у меня будет стоять на табуретке. Вот так вот мне более всего нравится. Обычно у меня чашечные поилки, когда цыплята подрастают, но это буквально будет через пару недель. Эти чашечные поилки будут у меня закреплены вот здесь, на этой стенке. И бочка будет стоять на подоконнике. Вот здесь подоконник есть, и прекрасно помещается вот эта синяя бочка. Но так как у меня цыплята маленькие, и им еще нужно привыкнуть к этим чашечным поилкам, поэтому вот так вот я придумала. И этот вариант мне очень нравится. Но это буквально на несколько недель, 1-2, и все. И можно будет эти чашечные поилки ставить здесь, в обычном месте. Ну и, как вы догадались, еще осталось принести еду. И все, и можно переселять сюда уже будет цыплят. И они уже там ждут, не дождутся. Пока сидят в теплице, все у них там нормально. Я бегаю, смотрю каждые полчаса, чтобы все было хорошо там. Очень там тепло, теплица есть теплица. Все, иду теперь нести корм. Прекрасно, мне все пока что нравится. Вот так вот я подготовила вольер для заселения сюда цыплят. Цыплят, которые росли в тепличных условиях. Они росли под лампой обогревающей, то есть мы не имеем права сейчас привести сюда цыплят и изменить им условия содержания. У них должны быть такие же тепличные условия, как были в городе. Им должно быть здесь тепло, у них должна быть еда и вода в пешей доступности. А потом уже, когда они привыкнут к этому помещению, можно будет потихонечку снижать температуру, менять эту красную лампу на обычную лампу. И уже и на улице у нас уже будет тепло. То есть вы понимаете, что резко мы не имеем права изменить условия содержания этих цыплят. Точно так же, как у них было тепло в городе, точно так же должно быть тепло у них сейчас здесь в курятнике. Квочка, ты чего не садишься на яйца, а?
Ну вот и весь комплект готов. Иду за цыплятами.